Еще месяц назад, на ежегодном параде Траппинг Тычелур, Меган Маркл довольствовалась весьма скромным местом на балконе Букингемского дворца, расположившись за спиной герцогини Кембриджской и принца Чарльза. Многие в тот день отметили, что новоиспеченная герцогиня Сассекская заметно нервничала, то и дело поправляя волосы, один из признаков беспокойства, и обращаясь за поддержкой к мужу. Однако уже второй выход Джона и Гарри на балкон явил нам совершенно другую Меган. На параде в честь столетия королевских ВВС девушка была предельно уверена в себе, найдя себе место не на где-нибудь на краю балкона, а в самом центре. Рядом с Ее Величеством. Просто случайность. Расстановка членов королевской семьи на балконе Букингемского дворца никогда не бывает рандомной. Виндзоры занимают места, согласно протоколу мероприятия, поэтому тот факт, что Меган оказалась в самом центре общей картины, да еще и по левую руку от королевы, говорит о многом. И, быть может, красноречивее всего это может доказать всего один небольшой факт: герцогиня Кембриджская подобной чести не удостаивалась никогда. В 2015 году Кэтрин удалось встать за спиной Ее Величества. Но рядом. Такого на семейных балконных шоу еще не наблюдалось. Расположение Виндзоров на балконе допускает вариативность, лишь когда дело касается периферийных частей балкона. И только одно остается неизменным: в центре всегда должна стоять королева, а рядом с ней – самые близкие ее родственники. И речь здесь совсем не о невестках. Чаще всего самое почетное место, по левую руку Елизаветы, занимал ее любимый супруг, принц Филипп, а по правую – ее старший сын, принц Чарльз. Иногда непосредственно рядом с монархиней занимали места и другие ее сыновья, а также второй наследник престола, принц Уильям. В разные годы почетное место доводилось занимать и внукам Ее Величества, в более далеком прошлом – матери и сестре. А вот невесток, если и приближали к суверену, то только ставя их за ее спиной. Так работают правила и иерархии в королевской семье. Более почетное место рядом с Ее Величеством и в центре всеобщего внимания должны занимать наследники и те, кто принадлежит к династии по праву рождения, а не вследствие брака. Но 10 июля мы наблюдали совершенно иную картину. Как известно, муж Ее Величества находится на пенсии и посещает королевские мероприятия более чем выборочно. Его последним появлением на балконе стал парад Траппинг Тычелур в 2017 году, и тогда он, как и обычно, стоял вместе со своей супругой. Впрочем, уже через год ситуация поменялась. На параде 2018 года его место занял принц Уэльский, а по правую руку от королевы встал герцог Йоркский. Но на параде королева почему-то оказалась не в окружении своих прямых потомков, а в окружении двух невесток.
Справа от нее расположилась герцогиня Корнуольская, а слева – герцогиня Сассекская. Камилла и Меган оказались в самом центре, и рассудить, что так получилось случайно, по меньшей мере, трудно, ведь Виндзоры уже не раз успели доказать всему миру, что по части символических и показательных выступлений им нет равных. Примечательно, к слову, что сам выход на балкон королевской семьи состоялся по всем правилам. Из центральной двери к подданным вышла сначала королева, затем принц Чарльз и герцогиня Камилла, после – герцоги кембриджские и только потом – герцоги сассекские. Сложно не заметить и то, что изначально герцогиня Корнуольская намеревалась встать чуть позади ее величества, тогда как герцогиня Сассекская старалась первое время держаться ближе к мужу, чем к Елизавете. Впрочем, очень скоро напряжение снизилось, и вот обе невестки уже премило общаются с сувереном, сдвигаясь все ближе к центру. Очередная работа с общественным мнением. Возможно, но весьма грамотно проведенная, ведь если внимательнее присмотреться к фотографиям, то станет заметно, что Камилла и Меган, пусть и стояли ближе всех к ее величеству, все же оставались несколько позади нее, будто во втором ряду, тогда как на одной параллели с монархиней стояли все те же принц Чарльз и принц Уильям. Кэтрин, кстати, стояла тоже чуть позади супруга. В этом смысле уличить королевскую семью, и Камиллу с Меган, в частности, в нарушении протокола становится сложнее. Таким образом, расстановка членов королевской семьи в тот день была, если не гениальной, то очень и очень умной, учитывая, что в тот день Виндзоров собралось меньше обычного, и формально все участники балконного шоу занимали правильные места, но ввиду того, что на балконе было слишком много свободного места, Меган и Камиллу попросту не стали загораживать спинами те, кто стоял в первой линии, непосредственно у балюстрады. В результате мы получили небольшую оптическую иллюзию, сыгравшую в пользу двух герцогинь, которым, в отличие от Кейт, пользующейся и так огромной общественной поддержкой, все еще нужно доказывать публике свое право быть женами принцев. Так, супруге Чарльза до сих пор приходится бороться с ненавистью в свой адрес, крепнущий в умах масс каждый раз, когда в прессе всплывают новые подробности тяжелой судьбы принцессы Дианы. Да и не станем забывать о намерении принца Уэльского сделать свою возлюбленную в один день королевой. Меган же, хоть и пользуется большей поддержкой, также находится не в самом завидном положении, ведь публика до сих пор продолжает искать в ней качества, недостойные настоящей аристократки, от ее манеры сидеть до выбора нарядов. Да и самой герцогине, судя по всему, хоть пока и нравится ее новая роль, еще предстоит узнать, что такое королевская жизнь на самом деле. В этом плане весьма показательным остается решение Ее Величества взять Меган с собой в Чешир-Соло. Подробно об этом, много части, как и зачем Елизавета II заботится о Меган Маркл.
Словом, герцогиням Корнуольской и Сассекской все еще нужна поддержка со стороны Ее Величества. Да и сама королева, очевидно, ценит Джон Чарльза и Гарри, готовых работать на благо короны без каких-либо возражений и претензий. В этой связи парад трав стал очередным способом королевы продемонстрировать поддержку двух своих невесток, которым, судя по всему, это до сих пор очень нужно. Фото: Getty Images.